Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимух. Сегодня у нас интересная работа. Платок для храма, хотя это, наверное, больше капюшон для храма, но очень много просьб связать такую работу было. Вот, я подобрала интересный узор. Обязательно покажу схему. Она есть в сообществе и в моих вязальных группах. Расход пряжи 100 грамм. Я задействовала пряжу Коко. Это хлопок немецкого качества, очень хороший. У меня есть остаточки, я их продаю. И сегодня я связала капюшон, платок в храм. Сегодня хочу показать вам остаточки своей пряжи. Продаю эту пряжу Коко, это немецкого производителя. Хлопок очень хорошего качества. У меня остаточки разных моточков остались. Я в свое время вязала очень много на заказ с хлопка этого. Вот теперь я его распродаю. Осталось совсем немножко, по 5-6 моточков разных цветов. Сегодня хочу предложить связать вот по такой схеме платок для храма. Понравилась схема, но это у нас накидка идет. Я хочу превратить ее в платок. Для этого, для храма платок будем вязать из хлопка. Хлопок, мне кажется, больше всего подходит. 480 метров, 50 грамм. Крючок, соответственно, берем поменьше. Это двоечка. Самый подходящий для этой пряжи. Очень много вещей я связала этим крючком из этой пряжи. Поэтому вяжем. Я предлагаю связать просто прямоугольник таким узором. Потом сшить сверху, как капюшончик. Вот. И уже дальше будем смотреть, что делать. Понравилась очень схема. Она очень нежно, красиво смотрится. Смотрите, набираются колечки, как обычно, как вот я люблю. И раппорт. Раз, два, три. Три колечка. Это раппорт узора. Колечки будем набирать таким образом. Чуть больше, чем обычно. Тонкий крючок. Отвыкла. Раз, два, три, четыре. 4 воздушные петли. И в первую петлю столбик с 2 накидами. То есть нам нужна петелька чутка побольше, чем обычно. Вот так. 1, 2, 3, 4. И петелька. Сколько набираем петель? Наша задача набрать такое количество, чтобы можно было. Наберу, наверное, так сделаем. Наберу и в сантиметрах измерю. Это у нас должно быть 2 половинки капюшона, да? Набираем и самое главное делим на 3 и начинаем узор вязать. И смотрите, еще я думаю, что вот такую же обвязочку тоже свяжем. То есть делим на 3 и еще раз колечко и 2 для того, чтобы вот такую обвязку сделать. Я набрала 35 колечек. 33 это узор, то есть нам нужно набрать такое количество, которое делится на 3. И 2 колечка это у нас обвязка будет. Вот. Набрала, что вот так, смотрите, вот это у нас внутри овал лица. По овалу лица мы набираем. Больше, меньше у кого-то. Но я думаю, вот я набрала стандарт, наверное, 35. На любой размер подойдет, абсолютно на любой размер. Теперь мы начинаем вязать узор. Поворачиваем к себе. Внизу у нас колечки, вверху столбики. И вяжем 1, 2, 2 воздушные петли. Теперь в колечко. Раз столбик, 2 столбик, 3. Это такая планочка у нас будет. 4 и 5. Вот. 5 столбиков это у нас планка, которая будет у нас в самом начале, в самом конце. Раз, два, три, 4, 5. Теперь начинаем вязать узор. Смотрите, кто нам предлагает схему. Схема хорошая, мне нравится. Мы начинаем. Раз, два, три, 4, 5 воздушных петель. В первое колечко присоединяем и во второе вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с одним накидом. И тут 5 воздушных петель. Попробуем.
То есть в следующее колечко мы с вами, наверное, между колечек мы вот так сделаем. Сейчас в самом начале вяжем столбик. Раз, два, три. За колечко столбик без накида, а в следующее колечко вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков провязали, присоединились к колечку. Раз, два, три, 4, 5, 5 и опять 7 столбиков. Наша задача такова: вяжем 7 столбиков, присоединяемся к колечку, между ними 5 воздушных петель, присоединяемся к колечку и опять вяжем узор. Вот. Итого 1, 2, 3 колечка, раппорт узора, и мы вяжем нашу красоту. 5 столбиков провязали, за арочку столбик провязали, и теперь вот где наши все столбики, наш веерочек, в первом веерочке провязываем пышный столбик из 3. Пышный столбик провязали, 2 воздушные петельки и потом 5 столбиков довязываем по факту. То есть пышный столбик нам нужно немножко выделить. 5 столбиков провязали, 2 воздушные петли и пышный столбик. 1, 2, 3. Вот. То есть пышным столбиком мы так как-то выделяем узор. Одна петля — это мы закрепляем пышный столбик, и воздушная петелька. И опять пышный столбик вяжем. 2 воздушные и потом только столбики. Вот. Получается вот такой узор симпатичный. Довязали ряд с пышными столбиками. Наши 5 столбиков. И теперь, знаете, я обратила внимание на свою ошибку. Оказывается, нам нужно было провязывать ряд столбики с накидом, ряд столбиков без накида. А я в этот момент упустила. Все время провязываю вот таким образом. А оказывается, смотрите, что один ряд, все распускать не буду. Один ряд мы вяжем столбики без накида, а один ряд столбики с накидом. Ну, я думаю, что пару рядочков, ничего страшного, да? Ряд столбиков без накида. Вот. И теперь 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель через столбик, вот сюда, соединительный столбик. 1, 2, 3. И наша задача провязать, у нас вот 5 столбиков осталось, пышный столбик мы пропускаем, в первый и последний опять вяжем пышный столбик. Такой у нас красивый узор будет. Пышный столбик, 2 воздушные петельки и довязываем 3 столбика, которые у нас есть. 1, 2, 3. В последний вяжем 2 воздушные петли, в последний вяжем пышный. 1, 2, 3. 1, 2, 3 воздушные петельки. И теперь у нас такой будет, будем наращивать, смотрите, за пышным столбиком столбик, 1, 2, 3, 4, 5, за столбиком без накида столбик, 1, 2, 3. Вот, то есть мы нарастили одну петельку. А теперь пышный столбик, 1, 2, 3. Вот, то есть мы немножечко будем увеличивать. Вот так вот у нас будет такое вязание. Петельку по центру добавили, узор связали.
И столбики без накида тоже добавили. На схеме все точно так и выглядит. Схему обязательно покажу. Вот она у нас. Мы с вами добавили, провязали столбики, петлю добавили, 3 воздушные петли, пышный столбик. Вот. И тут то же самое. Раз, добавили петельку и дальше вяжем. Довязываем наш красивый узорчик. 3 воздушные петли через столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Внизу пропускаем столбик и довязываем столбики без накида. Раз, два, три. То есть в одну сторону нам нужно вязать столбики без накида, в другую сторону вяжем столбики с накидом. 2 воздушные петли делаю, не 3. Так аккуратнее смотрится планочка. Так, это у нас первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. 5 столбиков просто обязательно надо считать. 5 столбиков. Раз, два, 3 воздушные петли. Столбик без накида за арочку. 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Пропускаем пышный столбик и в столбик первый и последний вяжем пышный столбик. То есть узор наш продолжается. 2 воздушные петельки, 1 столбик по факту, 2 воздушные петельки, пышный столбик, 1, 2, 3, раз, два, 3 за пышным столбиком, раз, два, 3. Смотрите, здесь у нас идет пока 3 воздушные петли в центре, столбик без накида, раз, два, 3 перед пышным столбиком и раз, два, 3 вяжем пышный столбик. То есть смотрите, у нас получается раз, два, 3, 4 арочки. Это важно, очень важно. 4 воздушные арочки. Дальше вяжем, как я только что показала, пышный столбик. Довязываем очередной ряд, пышные столбики, 3 воздушные петли, пропускаем пышный столбик не вот в эту арочку, а просто в арочку, которая у нас такая последняя была. То есть у нас здесь раз и два, всего 2 такие петли, как в самом начале, 2 петли. То есть мы в начале и в конце мы вяжем немножко сокращенные как бы петельки. Провязали столбики с одним накидом, развернули столбики без накидов, 3 воздушные петельки, 4. Теперь нам нужно 3 петли создать. За первую мы цепляемся, раз, два, 3, 4. За вторую, раз, два, 3, 4. И теперь центральный столбик вяжем пышный столбик. Раз, 1, 2, 3. Провязали. Вот. 3 петельки теперь у нас. А между пышными столбиками наша задача провязать 5 воздушных арочек. Раз, два, 3, 4 воздушные петли в арочку. Раз, два, 3, 4 арочку. 1, 3, 4. Мне больше нравится соединительный столбик. Вы смотрите, вот столбик без накида, он какой-то не очень аккуратный. А когда соединительный, то более аккуратно. Поэтому я вяжу чаще так. Раз, два, 4. Считаем. Раз, два, 3, 4. Пятый. Раз, два, 3, 4. Пятый фрагмент из воздушных петель. И вяжем пышный столбик. То есть весь ряд у нас состоит из пышных столбиков, из воздушных петель, простите, и пышный столбик по центру. Раз, два, 3, 4, 5. Вот это обязательно. Это очень важно, потому что в следующем ряду, в центральном,
центральной арочки мы начинаем вязать новый мотив, наши столбики. Поэтому их должно быть 5. Обязательно. Довязываем ряд. Обязательно 3 арочки. 3 арочки, вот как у меня. Столбики без накида. Столбики с одним накидом. Разворачиваемся. Вяжем таким образом. В первую арочку мы сейчас с вами будем вязать 1 столбик, 2, 3 и 4. То есть мы начинаем вязать половинку нашего узора. Мы будем вязать узор в шахматном порядке. Сам узор мы знаем. Присоединяемся к арочке. Вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли к арочке. 1, 2, 3, 4. Хотите больше ажура, можно связать 5 воздушных петель. Я не очень люблю дырки. Вяжу 4. Мне кажется, так аккуратнее. 1, 2, 3, 4. У нас с вами получилось 1, 2, 3 арочки. И в центральную, вот она у нас, центральная, мы вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Самое главное распределение мы сделали. Мы немножечко увеличили наше вязание. Больше у нас никаких увеличений не будет. Мы будем вязать в шахматном порядке наш узор. И все повторять. За арочку присоединяемся. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Получается 1, 2, 3 воздушные арочки и наш узор по центру. Вот он. А в следующем ряду мы начинаем вязать пышные столбики. Как мы их и вязали. Я думаю, что это уже узорчик-то мы с вами уже знаем, как вязать. Сейчас самое главное это распределить в шахматном порядке следующий ряд узоров. Распределили узор в шахматном порядке. Между узорами у нас 1, 2, 3. 1, 2, 3 только арочки. Довязали туда обратно. Обратно столбики без накида. Наша задача, вот у нас здесь 1, 2, 3, 4 столбика. Мы вяжем столбик 1, 2 и 3. 2 воздушные петли. Пышный столбик в самом конце. Это мы с вами все знаем. Просто я показываю, как мы вяжем половинку узора. Воздушную петельку сделали. Пышный столбик провязали. Вот у нас с вами 1, 2, 3 арочки. Присоединились. 1, 2, 3, 4. Присоединились. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас будет 2 арочки вместо 3. 2 арочки вместо 3. Воздушная петля, пышный столбик. Дальше вяжем все так, как мы с вами уже и вязали. То есть мы немножечко перераспределим. Вначале у нас тут было меньше арок, но мы делали наращивание. Сейчас, вот у нас в самом начале, помните, только было вообще арочек не было, присоединялись и все. Вот. Теперь чуть-чуть, немножечко поменяем, и эти изменения будут уже на постоянной основе. Вначале мы наращивали, сейчас мы ничего не наращиваем. Мы вяжем узор в шахматном порядке на постоянной основе. Довязали наш красивый ряд с пышными столбиками в первом ряду. Поворачиваем вязание, столбики провязали. И наша задача провязать первый столбик и второй. Первый столбик вяжем и второй. А в третьем 2 воздушные петли, в третьем вяжем пышный столбик. Пышный столбик.
Раз, два, три, 4 воздушные петли мы будем вязать все время через столбик в арочку. 1, 3, 4, через 2, только лишь 2 арочки у нас будут в самом начале. Раз, два, три, 4, через столбик вяжем столбик, вяжем узор. Я показываю с самого начала и конец, так как в центре мы с вами знаем, как вязать. Никаких вопросов у нас здесь нет. Раз, два. Давайте попробуем связать 1, не увеличивая 2, 3. Раз, два, 1, 2, 3, 1, 3, 4. Через арочку. Раз, два, 3. У нас должно получиться 3. Помните? Раз, 3, 4. 3 арочки. Раз, два, 4 и пышный столбик. Вот. Раз, два, 3. Точно так же, как вот раз, два, 3 у нас здесь было. Точно так же мы сейчас должны вязать ровным полотном, ничего не увеличивая. Постепенно у нас получается вот такой воротничок или накидка. Но все красиво. Самое главное, не забываем вязать столбики, чередовать с накидом, столбики без накида, вот как я сейчас сделала. Узор у нас продолжается. То есть мы вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, довязываем пышный столбик. 1, 2, 3. И сокращаем 1, 2, 3, 4. Пропускаем нашу арочку в центральную, провязываем. То есть мы немножечко сокращаем боковинку, половиночку нашу. Нам здесь расширение не нужно, поэтому 1, 2, 3, 4. Поэтому вяжем только 2 арочки в самом начале, 2 арочки и в самом конце. Немножко сократили. То, что здесь чуть-чуть волнится, при проглаживании все узоры выравниваются, и все будет красиво. 2 воздушные петли, 2 воздушные петельки, а весь остальной узор мы вяжем как наш первый узор. То есть у нас должно быть по факту, вот смотрите, у нас 1, 2, 3 арочки, в этом ряду у нас будет 4 арочки, а в следующем 5. 5 нам нужно для того, чтобы начинать вот вязание в центре нового узора. Поэтому мы 1, 2, 3, 4. Поэтому все узоры, все арочки мы сохраняем. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. И арочек у нас должно быть 1, 2, 3, 4. Сейчас 1, 2, 3, 4 арочки. А в следующем ряду, когда мы будем вязать последний пышный столбик, у нас должно быть 5 арочек. Точно так же, как мы вязали, точно так же, как у нас 5 арочек получилось вот в этом моменте, перед вязанием нового узора. Вот. То есть все остальное мы уже вяжем, мы уже знаем, как вязать. И вяжем ровным полотном до... Пока не знаю. Пока я буду вязать повтор одного узора и второго по голове. Я провязала такую вот красоту 25 сантиметров. Наше начало. Вязала. Планочка в самом начале, в самом конце. Чередуем цветок и половинку, вернее целый мотив и половинку. Все, как мы с вами разбирали, провязала. 1, 2, 3, 4 всего-навсего у меня получилось узорчика. Теперь складываем. Смотрите, что мы делаем. Складываем на изнаночной стороне и просто-напросто одну сторону
мы сшиваем для того, чтобы получить из вязаного полотна капюшон. Мы провязали прямоугольничек под размер нашей головы от макушки до шеи. Теперь я сложила с изнаночной стороны, прошиваю все. Потом я думаю сделать обвязку воздушными петельками еще. Вот я наши воздушные петли мы провязываем. 2, 3, я думаю. 3 воздушные петли вместе соединения с одной стороны и с другой по столбикам. Я провязываю по столбикам. То есть тут столбик в столбик. Никаких сложных навыков не требуется. Просто провязали, соединили с одной стороны и с другой, чтобы получить ровное полотно. Далее провязываем, потом выворачиваем, и вот это наше начальное такое действие было. Мы подвязываем ниточку. У нас, видите, вот воздушные арочки. И за воздушные арочки вяжем воздушные арочки. Я думаю, еще рядочка 2-3 пройтись и связать. Это у нас вокруг лица будет. И связать ажурные арочки. Прошила одну сторону, я ниточку отрезала. Получаем наш великолепный, замечательный капюшон. Теперь я предлагаю капюшон обвязать воздушными петельками. У нас 4 было воздушные петли. Помните, в самом начале мы набирали? Вот они у нас есть. В самое начало нам нужно привязать ниточку. И действуем таким образом. 1, 2, 3, 4 воздушные петли в центр. 1, 2, 3, 4. А теперь арочку. То есть вначале мы сделали половинку, а теперь целиком. 1, 2, 3, 4. Предлагаю сделать обвязку рядочка 3 для ажурности, чтобы возле лица у нас вот такой ажур был красивый. В итоге я провязала 3 рядочка, просто обвязочку для капюшона. Тут опять же на усмотрение, как вы думаете. Вот смотрите, как вам нравится. Мы вязали, смотрите, половинку, вот она половинка. А в следующем ряду мы соединяем и получаем вот так вот. 4 воздушные петли соединили в треугольничек. Если еще хотите ряд, опять мы вяжем 4 воздушные петли, цепляемся за центр, потом делаем обвязку. В обратной стороне мы провязываем все 4 воздушные петли от начала до конца. Теперь мы поворачиваем вязание там, где у нас планочка. Это у нас будет шея. И начинаем вязать точно таким же узором обвязку на плечи, да, чтобы это все было красиво. 1, 2, 2 воздушные петли сделаем. Точно так же мы с вами сделаем планочку. 1, 2, 3, 4. 4 столбика сделаем планочку. Вот. И начнем узор. 1, 2, 3, 4 воздушные петли на столбик, столбик, столбик. Мы будем через столбик. 1, 2, 3, 4 через столбик. То есть для начала мы с вами провяжем просто 1, 2, 4 воздушные петли, чтобы потом было удобно вписывать узор. А узор у нас вот он есть уже, мы знаем, как его вязать. Также сейчас и будем вязать. Провязали первый ряд просто воздушные петли для того, чтобы мы могли с вами установить первый ряд. Да? Провязали одну воздушную петельку, край вяжем точно так же. Ряд столбики без накида.
с одной стороны, а с другой стороны нам зачем экономить, да? Это у нас уже будет... Давайте столбик провяжем. Столбик и столбик. Давайте планочку будем вязать столбиками с одним накидом, потому что она нам нужна немножечко больше, чем при капюшоне. Я предлагаю сразу начать вязание с половинки. Вот, то есть первую арочку мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4. Помните, да, как это все у нас было? 4 за арочку. Вторую столбик без накида. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Считаем. Первая арочка. 1, 2, 3, 4 и 5. И 5. Значит, в 5 мы уже с вами вяжем еще разочек. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, в 5 мы уже вяжем 7 столбиков. Через 4. Узор у нас будет такого плана. 5 колечек. Вот. Между ними 2 колечка остается. А узорчик вяжем, мы уже его знаем. 7 столбиков с одним накидом. Первый ряд у нас идет. 3, 4, 5, 6, 7. Следующее колечко, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вот такой первый ряд у меня получился. Там, где был шов, самое интересное, прям красота получился узорчик. Меня всегда радует, когда ровно по центру узор. Ну, на самом деле это не принципиально, скажу вам честно. Второй ряд вяжем. Я, конечно, не буду показывать все ряды. Все ряды вы и так знаете. Просто я хотела показать первое распределение, вернее, распределение первого ряда. Это самое-самое важное, 2 воздушные петли делаем. А уже потом узор-то вы весь знаете, помните наизусть. Уж капюшон-то мы с вами связали. Пышный столбик, воздушная петля. Соединяем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И дальше. И дальше вяжем повтор. Какую планочку нам связать? Я думаю, узорчика 3-4, опять же на ваше усмотрение, какую вы накидочку хотите на плечи. Может быть, это будет коротким воротничком, может быть, это более будет длинным, может быть, это будет ориентир на пряжу. У меня осталось на капюшон ушло больше, чем 50 грамм моточек. Ушло чуть больше. Остался еще один моточек, и уже потом, насколько хватит, я так думаю, буду вязать планочку. Получилась вот такая обвязка. Провязала по 2 узорчика. У меня закончились ниточки. 100 грамм у меня было вот на предпоследнем узоре. Вот. Ну, смотрится достаточно хорошо. Также половинку вязала и также целый узор. Вот. И по вот этой каемочке здесь можно связать воздушными петельками завязки, чтобы завязывать, либо, может быть, какую-то пуговицу придумать. Все-таки же это у нас капюшон. Вот, с другой стороны, можно завязочку какую-то привязать, тоже как вариант. В общем и целом, такой вот капюшон. Небольшой, не маленький. Я думаю, что на взрослую голову будет прям хорошо сидеть. Сфотографирую на манекене. Сначала, конечно, обязательно проглажу через мокрую марлю, чтобы узор выглядел вообще красиво. Он смотрится хорошо. После глажки будет, я думаю, еще симпатичнее. И работа завершена. Надеюсь, вам идея понравится.
И она такая нужная, необходимая. Скоро у нас Пасха. Предлагаю связать такую красоту. Тем более, что вяжется совсем несложно. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, Рутюб, Телеграм-канал. Пока неизвестно, где будут ролики вообще производиться, но подписываемся на все, что можно. До новых встреч!